Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Мелиса. Применение травы мелисы лекарственной. При аллергическом диатезе нужно принимать настой листьев мелисы 3 раза в день, до еды по 1/2 стакана. Также настой мелисы хорошо помогает в виде компрессов для лечения миозита, артрита и ушибов. Готовится он следующим способом. 4 столовых ложек сухой измельченной травы настаивается в 2 стаканах кипятка на протяжении получаса, после чего настой необходимо процедить. Этот же настой хорошо помогает при лечении компрессами кожной сыпи, фурункулеза и язв. При аллергическом дерматите используется наружно сок мелисы. Мелису можно использовать как мочегонное, слабительное, патагонное и стимулирующее лекарственное средство. Отвар из зелени мелисы применяют при заболеваниях желудка, дыхательных путей, при некоторых формах астмы, неврозах и болезнях сердца. Готовится отвар следующим образом. 10 граммов мелко нарезанной зелени мелисы нужно кипятить в 1 стакане воды на протяжении 10 минут. После отвар необходимо процедить и принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке. Для того, чтобы пробудить аппетит и успокоить нервную систему, необходимо приготовить чай из мелисы. Делается это следующим образом. Листочки мелисы завариваются кипятком, после чего их необходимо кипятить 10 минут. Компрессы из травы мелисы хорошо помогают при ушибах, в лечении ревматизма и язв. Если имеется повышенная возбудимость, нервозность, истерия и депрессия, хорошо помогает настой мелисы. 20 граммов сухого, тщательно измельченного растения нужно растворить в 1 стакане кипятка и настаивать 1 час, после чего настой следует процедить и употреблять 3 раза в день по 1/2 стакана. Для лечения головной боли и мигрени хорошо помогает настой мелисы. 4 чайных ложки измельченной травы растения нужно настаивать в 1 стакане кипятка около 1 часа, после чего настой необходимо процедить и употреблять 3 раза за день до приема пищи по 1/2 стакана. При лечении аритмии, гипертонии, атеросклероза и ишемической болезни сердца применяется точно такая же дозировка. Настойку листьев мелисы принимают 3 раза в день до приема пищи по 1/2 стакана для повышения аппетита при коликах в кишечнике, плохом пищеварении, метеоризме и неврозе желудка. Точно так же принимается настой мелисы для лечения воспаления верхних дыхательных путей и бронхиальной астмы. Этот же настой хорошо помогает при лечении ангины, если им полоскать горло, а также при воспалении десен и при боли в зубах, способствует избавлению от плохого запаха изо рта. Для того, чтобы лечить печеночные колики, настой мелисы готовится немного иначе. 2 столовых ложки сухой измельченной мелисы нужно настаивать 1 час в 2 стаканах кипятка, после чего настой необходимо процедить и употреблять 3 раза в день до приема пищи по 1/2 стакана. Для лечения шума в ушах хорошо подходит спиртовой настой мелисы. Берется 1 часть мелко нарезанного растения и 3 части водки. Настаивают это в течение 1 недели, после чего настой необходимо процедить и капать в уши по 3-4 капли в 1 ухо. Настой мелисы показан при повышенной половой возбудимости. Настой готовится так. 10 граммов сухой измельченной травы мелисы нужно настаивать в 1 стакане кипятка в течение 1 часа, после тщательно процедить и употреблять 3 раза в день по 1/2 стакана. Этот настой также хорошо подойдет для лечения воспаления придатков. Еще он полезен при токсикозе у беременных женщин, при болезненных менструациях и климактерических неврозах. Полезные свойства мелисы. Мелису довольно успешно применяют в лечебных целях. Во многом эффект, получаемый от ее использования, обеспечивают эфирные масла, содержащиеся в ней. Они находятся в листочках растения, и их процент составляет до 33%. Целебные свойства растения обуславливаются имеющимся в нем маслом. Оно также обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом. Запах от масла довольно резок и напоминает лимонный. В состав масла, в свою очередь, входят цитронеллаль, цитраль, гераниол, витамин С до 150 мг, дубильные вещества примерно 5%, олеановая, кофейная и урсоловая кислота, смола и тому подобные медицинские препараты, имеющие в составе мелису, как правило, снимают спазмы, успокаивают и являются ветрогонными. Кроме этого, растение имеет слабый эффект снотворного, что также вызывается за счет содержащегося эфирного масла. Снятие спазма и седативный эффект возникает в случаях приема мелисы в малых количествах. Дальнейший прием в большем количестве не улучшит этот результат.
Известен результат от приема настойки мелисы в виде желчегонного, протективного в случаях экспериментальной язвы желудка, увеличивающего функцию желудка в целом, а также гемостатического воздействия. Прием травы стимулирует менструации, понижает артериальное давление, снимает ночную нервную дрожь, служит мочегонным средством, делает дыхание медленнее, является вяжущим гипогликемическим средством, нормализует многие сбои в сердечном ритме и снижает частоту сокращения сердца. Кроме этого, известен эффект мелисы как бактериостатического, снимающего воспаление и применяемого для борьбы с вирусами средства. Содержащееся в растении масло помогает при гриппе, болезни лесосемилки, герпесе, заболевании Ньюкасла, кори и многих других. Более того, мелиса увеличивает сердечную функцию, а также функции печени и мозга, помогает восстановить пищеварение и контролирует обмен веществ, снимает спазмы, устраняет жар, способствует выведению желчи из организма, снимает воспаление, является отхаркивающим и ветрогонным средством. Авиценна в каноне врачебной науки писала о мелисе как о растении, которое обладает лечебными свойствами. Также там было сказано, что мелиса способна укреплять и бодрить организм, хорошо помогает при закупорке мозга и способна устранять неприятный запах изо рта. Современная, традиционная медицина говорит, что трава мелисы полезна при лечении сердечно-сосудистых, гипертонических, невралгических заболеваний, а также при астме, бессоннице, анемии и подагре. Химический состав мелисы. В траве мелисы содержится 0,1–0,3% эфирного масла, а основным компонентом данного растения являются, конечно же, дубильные вещества, розмариновые кислоты, горечь, разные кофейные кислоты, а также флавоноиды, слизи и смолы. Существуют такие хозяйства, занимающиеся селекцией, которые способны увеличить в растении количество эфирных масел до 0,8%. Листья мелисы содержат в себе также каротин и витамина С, так как в растении содержится большое количество эфирных масел. Эта трава обладает приятным, специфическим ароматом и вкусом. В условиях комнатной температуры эфирные масла, содержащиеся в мелисе, имеют жидкую консистенцию. Таким образом, если эти масла слегка подогреть, они способны легко испаряться. По этой причине листья мелисы ни в коем случае нельзя сушить при высоких температурных режимах. Мелиса, благодаря быстрой испаряемости эфирных масел, прекрасно подходит для ингаляции при различных заболеваниях. Проникая в легкие при вдыхании, эфирные масла мелисы оказывают на них противовоспалительное и дезинфицирующее действие. В мелиссе также содержатся такие эфирные масла, которые способны снимать боль, спазмы и судороги. По этой причине мелиссу в медицине часто применяют в качестве болеутоляющего и спазмолитического средства при сильных коликах. Эфирные масла мелисы легко растворяются в спирте. В связи с этим из мелисы достаточно часто готовят спиртовые растворы для лечения различных заболеваний. Хотя эфирные масла мелисы в воде растворяются с трудом, но этого вполне достаточно, чтобы приготовить душистую воду. В состав мелисы, кроме горечи, также входят азотные и кислородные соединения, которые, как известно, способны вызывать повышенное слюноотделение, выделение желудочного сока, пробуждать аппетит и могут помочь справиться с метеоризмом. Достаточно часто мелиссу используют как хорошее противорвотное средство. Приготовленный из мелиссы настой хорошо успокаивает нервную систему, а также успешно помогает справляться с простудными заболеваниями и гриппом. Успешно применяется мелисса при общей слабости организма, желудочно-кишечных заболеваниях, хронической катаракте, неврозе, астме, болезнях сердца, повышенном кровяном давлении, одышке, а также настой мелиссы используется наружно при ревматических болях. В народной медицине мелиссу употребляют для лечения гинекологических заболеваний, а если смешать настой мелиссы с настоем майорана, такой состав можно использовать для улучшения и укрепления памяти. Противопоказания к применению мелиссы. Несмотря на небольшое содержание токсинов, прием мелиссы нежелателен в случае гипотонии. Также, используя для лечения мелиссу, следует отказаться от тех серьезных видов деятельности, где требуется хорошая психическая реакция, максимум внимания и концентрации, а также двигательной активности, таких как нахождение за рулем какого-либо транспорта и тому подобное, среди побочных эффектов применения растения – рвота и тошнота, слабость мышц, усталость, головокружение, состояние сонливости, диарея, судороги, изжога, вялое состояние и потеря концентрации внимания, зуд, запор и так далее. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны,
то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.